Вот такой, друзья, квадрик привезли в работу. Это 800 Outlander 2010 года, 7500 пробег. Неисправен двигатель, требует замены цепей ГРМ. Также у нее просажена подвеска, есть подтеки на редукторе. Сейчас будем разбираться потихонечку. Есть проблема с электроусилителем, подтеки на крышке. Естественным образом появилась ржавчина. Сейчас будем разбирать постепенно и смотреть, что у него исправно, что неисправно. Также у него сломана лебедка. Будем менять сальники двигателя, цепи, натяжители, башмачки. Так что будет полный рестайлинг. Квадрик с электроусилителем, но почему-то он барахлит. Также у него при 70 км в час почему-то включается полный привод сам по себе. Тоже будем разбираться, диагностировать и превращать его опять в новый. Вот эти втулки уже все потрескались. Они будут давать люфты. Здесь уже все давно разбилось. Вот, видишь? Это уже все, это мертвое. Значит, колодки у тебя мертвые. То есть уже металл об диск трет. Здесь у тебя люфт, крестовина. Амортизаторы пока еще не смотрел, вроде включился компрессор, они что-то попытались накачаться, но так как он висит, это ни о чем не говорит. Значит, задний редуктор у тебя течет. Здесь колодка, ну, я думаю, здесь тоже стертые они, но там остались миллиметры остались у колодок. Тоже их меняем. Ну, соответственно, меняем бензонасос уже с фильтром, потому что я думаю, что там все в таком же состоянии. Вот, обрати внимание, у тебя еще на крышке есть подтеки. Вот. Видишь? Это, ну, у нас это куплено уже, так как мы цепи будем менять, цепи вот здесь находятся, поэтому здесь ничего страшного. Уже все подготовлено. Сейчас втулочки все я куплю, они копейки стоят, новые. Собираем новый квадрик, и потом буду уже вытаскивать двигатель, ремень менять, ну и заодно всю раму вычистим там, где ржавчина, типа такой, зачистим, покрасим. Ну, вот здесь дохера где такая ржавчина. А с этой стороны, смотри, все идеально. Вот так вот должно быть. Ну, чуть-чуть есть там остатки. Ну, во всяком случае, не так, как с той стороны, поэтому, наверное, все-таки там либо было не дожато, либо непонятно, как мог такой объем грязи залипнуть. Но это все вычистим.
Вот я вынул все втулочки отсюда. Смазкой даже не пахнут. Вот это вот все должно быть в смазке внутри. Но здесь ее отроду не было, походу. Видишь, все ржавое, поэтому он весь скрипел. Ну и, соответственно, вот эти ниппеля я выкрутил. Они там фигню стоят, но зато можно будет обслуживать его нормально. Вынул кардан. Вот редуктор буду вынимать, когда съемник привезут. Мне еще не привезли передний. Передний редуктор, наверное, не будем снимать, потому что живой он. Только крестовину снимем. Вот, сальник не будем менять. Здесь все сухо, более-менее. Вот масло, сам видишь какое, должно быть ярко-зеленое оно. Но двигатель как бы я вообще не трогал, потому что его будет полностью разбирать. Сниму радиатор, вентилятор прочищу еще, потому что не добраться пока. Но это уже завтра. Сейчас пойду вот эти мелочевки закажу на завтра, чтобы уже можно было все сложить. Ну вот здесь вот я это все откручу, тогда зачищу, покрашу, а потом уже на заклепки заново посажу все. Заклепочник есть. Сейчас куплю яд для отмывания, так что будет новый квадрат. Сегодня чистил агрегаты все зубной щеточкой. Нужно будет смыть потом грязь, но вроде все очистил вручную зубной щеткой. Вся желтизна ушла, наклейки даже побелели. Но задний редуктор я не трогал, потому что еще не снял. А так уже двигатель преобразился. Вынули двигатель, я его отвез, я только приехал. Сейчас там ребята на стенде, потому что у меня столов нет. Надо аккуратненько разобрать его, располовинить, менять эти цепи. Сейчас он выглядит вот так. Но собирать я его буду, я думаю, что дня 3 точно. Вот редуктор, там сальнички поменяем сразу на новые. Это передний редуктор, я его еще не вынул, но уже почистил. Так что сейчас буду чистить раму и уже потихонечку подготавливать. За сегодня вот поставил двигатель, выхлопуху, подвеску. Вот все новое. Только закончил. Приводы поставил, суппорта колодки поменял, ремень вариатора новый поставил.
Бензобак установил. Жопу собрал. Суппорт отмыл. Колодки новые поставил. Ну, естественно, карданы поставил. Работа идет. Вот так уже завтра он поедет. Итак, друзья, вот подошел к концу наш рестайлинг. Восстановление квадроцикла. Outlander 800. Квадрик был разобран до рамы. Поменены практически все агрегаты. Был восстановлен пластик. Двигатель отмыт. Вся полностью подвеска перебрана. Ремонтирована лебедка. Установлен доп. Свет. Свет бьет прямым лучом. Сейчас в дневное время суток. В гараже довольно-таки ярко. Но при включении все равно видно, как он бьет. 50 Вт балка. Шарашит прилично.